Орхидее, конечно, нужно помогать. Но чаще всего эта помощь звучит как «не навредить». А навредить – это именно разобрать орхидею, устроить ей стресс. Семе, тебе нечего здесь делать. Здесь сегодня технические моменты. Будешь смотреть. Мурчать отсюда. Имей терпение. Никакого терпения. Добрый день, друзья. Вы очень часто меня спрашиваете, что же делать, когда у орхидеи гниют корни. И если вы помните, я в последнее время покупаю орхидеи часто с очень плохими корнями изначально. И на их примере хочу вам сегодня показать, что же нужно делать, а что не нужно делать. Я за долгие годы выращивания орхидей, а это более 20 лет, вывела для себя маленькие, нехитрые правила. Я сделала выводы из вот такого большого периода, что хорошо для орхидей, что плохо. Это мой личный опыт. Вы можете со мной совершенно не соглашаться, но чаще всего ваши вопросы, которые звучат так: увидела гнилые корни, разобрала орхидею, что мне дальше делать? Помогите советом. Самый, конечно, первый ответ: не нужно было этого делать. Но это мой опыт. Не нужно этого делать, потому что даже гнилые корни помогают орхидее растить новые здоровые корни. И как только вы разбираете орхидею из покупного горшка, вы устраиваете ей большой стресс, все гнилые корни убираете, а новых-то корней нет, и вот начинается реанимация по наращиванию корней. Для этого я и покупаю сейчас, вот казалось бы, цветущие орхидеи, но посмотришь в горшок, а корней-то там и нет. Прошло некоторое время, я хочу показать вам несколько орхидей именно с гнилыми корнями. Что с ними происходит? Давайте начнем вот с этого биглипа. Цветов, конечно, нет, цветонос засох, я его не отрезала, потому что он придерживает орхидею, чтобы она совсем не падала из горшка. Понятно, что орхидея растет неровно, с наклоном, но все-таки смотрим в горшок, корней не видим. Совсем не видим в горшке. Но что происходит с орхидеей? Давайте приподнимем листики и увидим, что от шеи растет молодой корень. Из пазухи листа тоже появился корень. Из другой пазухи листа тоже крошечный, но корешок. И листик. Вот так орхидеи умеют спасать сами себя. А прошло максимум 3 месяца, потому что 3 месяца назад я стала покупать вот такие орхидеи, специально, чтобы вам показывать. Да, вполне возможно, что у этой орхидеи будет все в порядке, а другая какая-то не выдержит. Но это не от нас зависит с вами. Во многом это зависит от орхидеи и чем пользовался садовник для выращивания этой орхидеи. Вот еще один пример. Кстати, чаще всего я покупала биглипы, потому что с ними большие проблемы,
нежели с обыкновенными стандартами. Вот опять смотрим в горшок и ничего не видим. Есть только 2 корня сверху грунта. И орхидея явно очень молодая, потому что листьев у нее очень мало. Осталось всего 2. Но при этом орхидея вырастила 1 лист и растит 2. Корней пока нет. Но орхидея делает то, что ей нужно на данный момент. Как я поливаю такую орхидею? Да, конечно, я поливаю по краю горшка, потому что даже если там гнилые корни, в основном это гниет вот этот виламен вместе с паренхимой, оплетка корня. А тяж, внутренний цилиндр, он остается, и он помогает орхидее выжить. Но эти корни в момент полива я обязательно опрыскиваю. Совсем немного, но вот так делаю. Почему в момент полива? Ну, чтобы не добавлять лишней влаги в горшок. А когда я ее поливаю по краю горшка, то и вода, которой я поливала орхидею, стекает в поддончик. И эта вода, если не впитается этим корнем, тоже стечет в поддончик. А через час или 2 после полива из поддончика я воду выливаю. Так, примеров много. Вот эту орхидею купила давно. Я ее назвала «Сладкая девочка номер 2». Корни здесь были. Но осталось их очень немного. И когда вы видите вот такие погибающие корни, вот тут и возникает какая-то паника. Корни гниют, надо спасать орхидею. Не нужно разбирать орхидею, спасать надо. Но не тем, чтобы разобрать орхидею, убрать эти корни, убрать торфяной стакан. Да нет же. Орхидея прекрасно справляется сама. Растит корни от шеи. И даже, казалось бы, на вот этом длинном, сломанном, сухом корне тоже пробуждаются вот такие кончики корешков. Орхидее, конечно, нужно помогать. Но чаще всего эта помощь звучит как «не навредить». А навредить – это именно разобрать орхидею, устроить ей стресс. Как мне всегда пишут, посмотреть корни. А мне всегда хочется ответить, ну вы их посмотрели. Вы ничего нового, кроме этих же гнилых корней, не увидите. А дальше-то что? Да, можно поставить на наращивание корней, обработать препаратом Максим. Он очень хорошо взаимодействует с орхидеей и дает толчок к наращиванию корней. Но это вы все можете сделать и не разбирая орхидею. Если вам хочется обработать корни орхидеи препаратом Максим или же Привикур, вы все это можете сделать в горшке. И это для орхидеи будет наименьший стресс. Особенно, когда из горшка, вот нам кажется, ой, торфяной стакан, вон там какая-то сухая, похожая на плесень, похожая на мох, на какие-то плесневые грибы, вот эта плесень растет. Это все убирается препаратом Привикур. Вы разводите Привикур 1,5 мл на литр воды, наливаете полностью, замачиваете полностью горшок не более чем на 15 минут. Все сливаете и
запах из горшка исчезнет, и у привикура тоже есть побочное явление наращивания корней. Но не забывайте о том, что после таких обработок Максимом нельзя удобрять орхидею в течение 1,5-2 месяцев. После привикура нельзя удобрять орхидею 3 недели. Я с этими орхидеями этого не делала. Всего 2 орхидейки, сейчас одну покажу. Да, вот одна стоит, вот вторая. Всего 2 орхидеи я немного точечно обработала неразбавленным Максимом, потому что были черные точки непонятного происхождения. Ну, давайте еще посмотрим орхидеи. Опять же гнилые корни. Опять же увядающие листья, теряющие тургор. Но орхидея восстанавливает себя сама. Вот он, появился корень от шеи. Посмотрите, какой здоровый и красивый. Здоровый в смысле здоровья. И как только орхидея начинает растить новые листья, они обязательно будут в тургоре, а вот за счет этих листиков орхидея питается для того, чтобы вырастить или корни, или листья. Ну, как ей удобно. Ну, и когда она цветет, она меньше всего этим занимается. А вот когда отцветают, тогда начинается активный рост корней и листьев. Вот эти 2 орхидейки, давайте сначала одну, потом вторую, куплены совсем недавно, буквально месяц или 3 недели назад. И у орхидеи, у которой есть корни в горшке, и цветы все распущены, но я же не знаю, когда они распустились. Может быть, она будет цвести еще месяц, а может быть, сбросят цветы. Но сразу видно, что орхидея перешла в активный рост. У нее появился лист. И начинают раскукливаться корни. То есть я делаю вывод, что орхидея заканчивает свое цветение и переходит в активный рост. Состояние вегетации. И тревожить ее в этом состоянии не нужно. Но многие, видя вот этот торфяной стакан, который торчит наружу, вот как-то косо посажено, надо этот торфяной стакан быстро убрать, потому что это прямо смертельно для орхидей. Ничего подобного. Вот видите, прекрасно себя чувствует орхидея. И вот смотрите, даже здесь росли грибы. Но когда горшок просушен, грибница погибает. Может быть, еще появятся эти грибочки, но их не 100 штук в горшке. Даже если их появится десяток, они такую орхидею не задушат. Грибница не задушит эту орхидею. А при том, что горшок просушивается, они также погибают. А вот у этой орхидеи корней нет. Даже услышала мнение, что такая орхидея может быть суицидницей. Давайте за ней понаблюдаем. Куплена недавно. Корни гнилые все. Я ее совсем чуть-чуть обработала Максимом, потому что мне не понравилось вот с этой стороны. Должен был вырасти корень, но он почернел и засох. Но чаще всего я не трогаю такие пятна. Но вот здесь мне что-то не понравилось, и я поставила точечно капельку Максима. И вот с этой стороны, где отпадал листик, вот мне тоже там внутри что-то не понравилось, но обработка была такая щадящая, что даже Максима там и не видно на этой орхидее. Но она пока держит цветы, листья держит в тургоре, поливаю точно так же, как и все орхидеи, по краю горшка. И надеюсь, что в скором времени у нее тоже появятся корни. Самое главное правило – не навредить, но помочь тоже, не устраивая огромных танцев с бубнами.
не разбирать орхидею, а дождаться того периода, когда орхидея начнет расти. Вот такие правила. Не навредить. Пересадка в период вегетации. Ой-ой-ой, забыла вам показать одну орхидею, о которой часто спрашиваете. Вот это мои основные, выведенные мной, основные правила для успешного выращивания орхидей. А забыла я вам показать орхидею «Черный лебедь». Историю про нее я рассказывала. Оставлю ссылку на это видео. Тоже есть гнилые корни. Но даже в горшке появились и живые растущие корни. Лист, да, он был поврежден, поэтому он желтеет, и орхидея забирает из него нужные ей питательные вещества. Но какие корешки появились от шеи. Чудесные. Да, и вот эта орхидея была точно так же точечно обработана Максимом. Но прекрасно растут два новых листа. Я, конечно, не надеюсь на ее цветение зимой, но надеюсь на ее активный рост. Главное здоровье, а цветы обязательно появятся. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семочка, извини, пожалуйста, но так получилось. Все, ты молодец. Ты не мешал. Все хорошо. Скажи всем пока-пока.